5 признаков, что партнер бросил тебя не уходя. Это очень больная проблема, такая ситуация, когда люди находятся в отношениях, но эти отношения, они уже мертвы, как такой мертворожденный ребенок, или как ситуация такой постоянной холодной войны. То есть по формальным признакам извне люди находятся в отношениях, там, возможно даже в браке, но конкретно ты, находясь в этих отношениях, не чувствуешь то, что есть рядом человек, с которым есть какой-то контакт. Ты не чувствуешь, что это отношения. И самое главное, что вот этот вот тихий развод, так называемый, он наступает из-под-воль, то есть ты не знаешь, в какой момент была поставлена эта точка. И ты живешь в ситуации, когда точка не поставлена, но с другим человеком вот нет связи. И очень часто как-то предъявить какую-то претензию очень сложно, потому что, опять же, формально все хорошо, вы там вместе спите, он с тобой, формально о чем-то разговаривает, какие-то вы там дарите друг другу подарки на день рождения, на Новый год. То есть вроде бы по всем таким вот косвенным признакам отношения у вас есть, а ты чувствуешь, что вот жизни и страсти в этих отношениях нет. Что этот человек, он не видит тебя. Он не вместе с тобой, он просто около тебя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я более 20 лет работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 признаках, которые говорят о том, что ваши отношения находятся в состоянии вот этого тихого развода. Когда вы вроде бы как вместе, но на таком психологическом уровне отношений уже на самом деле нет. Эта тема интересная, чувствительная и важная. Если она вам понравится, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый признак такого тихого развода — это когда все ваши разговоры превратились в отчеты. То есть все очень так формально. Вы разговариваете, переписываетесь на темы забрать ребенка, купить что-то домой, организовать поездку, собраться, кого-то поздравить из родственников. То есть все такие, переписка, все ваше общение какое-то очень организационное. Нету такого общения, как бывает у влюбленных, когда два человека разговаривают полдня о чем-то, вообще они не замечают окружающих, они не замечают времени, и потом, если их спросить, о чем вы разговаривали, то вроде обо всем и ни о чем, какая-то ерунда. Вот это состояние, когда люди разговаривают совершенно без тормозов, так сказать, они сливаются в этом диалоге, когда они совершенно себя никак не сдерживают и могут говорить обо всем, что придет в голову, и второму это интересно, потому что дело же не в том, о чем люди говорят, а дело в том, как люди общаются. Вот у людей в отношениях понятно, что не может быть, чтобы они постоянно как влюбленные общались. Но периодически очень важно, чтобы были моменты, когда происходит такое соединение, когда люди вместе сидят и воркуют о чем-то, так даже говорится. Для примера, чтобы понять, что у людей в отношениях произошел этот тихий развод, можно посмотреть на чат переписки с партнером. Как правило, это похоже просто на рабочую переписку. Нужно сделать это — сделала. Тебе нужно сделать это — сделала. И какие-то формальные доброе утро, в сердечко, еще чего-то. Какие-то вещи, которые стереотипичные, они повторяются постоянно. Человек не выбирает так писать, он так пишет просто по инерции. Второй признак тихого развода — это если пропало любопытство друг к другу. Твой партнер, он тобой перестал интересоваться. Причем не потому, что он занят, а потому, что ты перестала быть ему интересной. Или как будто бы у него есть идея в голове, что он про тебя и так все знает. Дело в том, что когда люди находятся в гармоничных, здоровых отношениях, происходит это сближение. Чем ты больше находишься рядом со своим партнером, тем ты больше понимаешь, что есть чего в нем нового узнать. То есть, когда мужчина находится рядом с женщиной, он понимает, что чем больше ее познал, чем больше я узнал, какие у нее есть качества, тем больше мне еще нужно узнать. И более того, когда люди находятся в таких гармоничных отношениях, каждый раз, когда мы оказываемся в какой-то новой ситуации, или когда я замечаю новую какую-то особенность, идентичность своего партнера, я таким образом открываю какую-то свою новую идентичность, свои какие-то новые качества, свои новые грани. В этом же вообще весь фокус отношений, что чем больше мы находимся вместе, тем больше понятно, что нам есть куда двигаться. Когда в отношениях произошел тихий развод, то в какой-то момент этот интерес к другому, попытка узнать другого человека, они по каким-то причинам, тут в каждом индивидуальном случае надо разбирать по каким, этот интерес угасает. И получается, что вы живете с человеком, который про себя решил, что он про вас знает достаточно, а больше ему знать не нужно. Поэтому даже если, предположим, он не занят, и вы ему рассказываете о себе какую-то новость, он отстраненно, формально реагирует, да, хорошо. И его это не зажигает, ему не интересно, что там с вами произошло, ему не интересно, какая вы были. Потому что он в какой-то момент решил, что мне тут все понятно, а больше мне это не интересно. Третий признак тихого развода — физическая близость есть, эмоциональная нет.
Ситуация, когда вы вместе там, обнимаетесь, возможно, спите, у вас есть секс, вы, там, скажем, мужчина может подойти вас поцеловать где-то вскользь, но вы чувствуете, что эмоционального сближения нет. Как происходит сближение в таких нормальных гармоничных отношениях? В самом начале у нас формируются объектные отношения. То есть, скажем, когда мужчина видит женщину, он видит перед собой тело, то, как она одета, скажем, там, прическу, слышит ее голос, знает имя, знает, чем она занимается. Там, предположим, если они встретились в каком-то сценарии, то он понимает, какая у нее роль, там, скажем, ну, вот если они танцуют вместе, то вот она танцовщица, если на работе, то она сотрудница. Вот есть какой-то, как бы, перечень внешних признаков, по которым вот, мужчина ориентируется. И женщина также относится к мужчине. Со временем вот это вот объектное отношение, поверхностное, сменяется субъектным. Я больше вижу перед собой не просто вот тело в определенной роли, а я вижу человека, я вижу образ, я вижу вот эту вот душу. И люди начинают воспринимать друг друга, ну что ли, более целостно. Для этого необходимо, чтобы люди какое-то время друг друга узнавали, и чтобы они при этом узнавании взаимно раскрывались. То есть, чтобы вот они говорили о себе, говорили о том, что... То есть, чтобы они становились более понятными, их вот поведение. Это процесс взаимного узнавания. Так вот, если люди находятся вместе, пускай даже длительное время, там, в браке, и тут по какой-то причине ваш партнер как-то остыл или что-то у него там изменилось, то у него происходит вот такая обратная эволюция. Он к вам из вот этого субъектного отношения переходит опять в объектное. Он относится к вам как к функции, как к такому, знаете, вот телу, которое ходит рядом со мной, с которым мы вместе живем, с которым оно предсказуемо как-то со мной общается, я знаю, что ему отвечать. То есть это такое общение, когда, скажем, я могу заняться сексом, потому что секс понятный, знакомый, и я там знаю, с какой периодичностью можно, так сказать, обращаться, но эмоционального контакта здесь нет. Знаете, не случается вот таких ситуаций, когда ты смотришь в глаза своему партнеру, и тут видишь его как будто бы в первый раз. Такого вот не происходит в такой ситуации. Человек охладел. Четвертый признак тихого развода — это ситуация, когда в паре уже нет конфликтов. Считается, что как бы вот в паре конфликтов и не должно быть, но на самом деле вот эта ситуация, когда конфликтов нет, это либо вы наблюдаете за парой, которая умело все конфликты скрывает, либо у них происходит постоянная работа, которую вы также не видите, либо это ситуация, когда люди просто живут вот отдельно, просто около друг друга, им там вообще нечего делить. В любых отношениях есть конфликтный фон, и просто часть конфликтов решается в виде компромиссов, если у людей есть навык договариваться, если люди вообще слышат друг друга, и они эти конфликты просто разрешают. В части случаев эти конфликты, они, если не удается сходу договориться, они приводят к ссорам, каким-то, я не знаю, таким там, молчанию какому-то, пассивной агрессии, то есть такому менее экологичному способу конфронтации. Но конфликты в любом случае есть в любой паре. Ну вот такой пример. Скажем, отпуск, там, мужчина хочет в горы, женщина хочет на море. Вот это уже изначально конфликт интересов. Просто одна пара, если они ценят друг друга, если они ценят эти отношения, если они понимают, что тут невозможно совместить и то, и другое, они стараются придумать какой-то компромисс, и, возможно, таким удается как-то это совместить, там, по времени или какое-то место найти такое, или еще как-то. Если люди не умеют договариваться, и они больше находятся в каких-то своих травмах, и каждый, например, начинает продавливать свое, но вот они конфликтуют, там, и, может быть, вообще никуда не поедут. Если, скажем, один привык постоянно продавливать, а там, второй постоянно уступать, но вот второй уступает, а потом у него накапливается какая-то неудовлетворенность. То есть разные вот способы, как люди обращаются в отношениях с конфликтами. Часть из них, они предполагают, что с этим нужно работать там, в рамках психотерапии, например. Часть из них это ситуация, когда вот так я веду себя в конфликтной ситуации, и мне с этим окей. Просто люди так вот и живут. Но если в отношениях вообще нет конфликтов, то это возможно только в ситуации, если людям нечего делить. Если люди настолько в этих отношениях, где они формально вроде бы вместе, настолько отдалились, что даже нету каких-то конфликтных вопросов, нету пересечения интересов. То есть конфликт — это всегда конфликт интересов, и это предполагает, что интересы должны как-то пересекаться. А если люди настолько друг от друга отдалены, что у них нет конфликтов, это говорит о том, что это тихий развод, который произошел уже какое-то время назад. Пятый признак тихого развода — это ситуация, когда у вас различные планы на будущее. Вообще, когда мы обычно сближаемся в отношениях, то мы начинаем выстраивать планы на будущее, исходя из того, что мы находимся в отношениях. То есть у каждого человека есть какое-то видение будущего, наш сценарий, который мы там с детства как-то выстраиваем, потом потихоньку корректируем. Как только в жизни человека появляется другой очень важный человек, ты начинаешь, с одной стороны, им интересоваться. Я до этого говорил, что интересование другим человеком — это необходимый вообще аспект отношений.
Ты узнаешь какую-то информацию, узнаешь, какие планы у будущего у другого человека, и начинаешь свой сценарий корректировать под эти вот новые данные, просто чтобы он оставался реалистичным. Причем в начале, когда мы сближаемся, мы выстраиваем какие-то краткосрочные планы, потому что мы понимаем, что, ну вот, не знаю, вот в ближайший там, месяц мы собираемся куда-то поехать, или там в ближайшее время мы планируем там пожениться, или в ближайшее время собираемся там, ну еще что-то должно там произойти, там кто-нибудь там переехать, построить дом, еще что-то. Выстраиваются какие-то цели, каждая все больше, каждая все дальше, и вот в этой нашей цели мы вместе. Выстраиваются совместные планы на будущее. Есть ситуации, когда у людей сценарии на будущее вот краткосрочно не совпадают, а долгосрочные они не совпадают, потому что они еще не были согласованы. Ну, вот такой частый пример. Скажем, мужчина работает, часто уезжает в командировки, там, ходит в плавание, еще чего-то. Ну, и ему так нормально, потому что он так работает, так зарабатывает. Женщине важно, чтобы семья для нее это когда ее мужчина находится рядом с ней в одном городе, и когда они каждую ночь спят вместе. Пока они встречаются, им как бы и так нормально, но вот в какой-то момент они начинают говорить о том, что возможно же это все серьезно и надолго, и как же нам надо с тобой договориться. В какой момент времени мы с тобой как-то вот согласуем наши сценарии. И вот предположим, если они друг друга слышат, если они находятся в контакте, то, например, они договариваются. И, предположим, мужчина говорит, я вот там посчитал, я могу там через 2 года, например, списываюсь с корабля, выхожу на берег, и все, мы будем жить так, как мне будет хотеться так же, как тебе хочется. Нам будет хотеться по-одинаковому. Вот это наш дальнейший сценарий. Если же ситуация такова, что вас вот в краткосрочной перспективе вроде все устраивает, в долгосрочной не устраивает, и там нету точки, где ваши вот эти вот сценарии соприкоснутся, где ваши планы согласуются, то это означает, что каждый из вас строит себе свои планы на будущее. Эти ситуации бывают очень разные. Бывает так, что, скажем, женщина с мужчиной встречаются, и женщина все ожидает, когда мужчина сделает ей предложение, чтобы они поженились. А мужчина все не делает. И потом оказывается, что мужчина и не планирует делать это предложение, а женщина все ждет. То есть вот если вы находитесь в ситуации, когда вы вроде бы рядом, но планы на будущее у вас принципиально стратегически разные, это тоже говорит о том, что у вас в какой-то момент произошел этот тихий развод. Тихий развод это не всегда конец. Иногда, если вы вот заметили какой-то один признак, то это может быть что ли таким сигналом к тому, что нужно в этих отношениях что-то сделать. Настало время поговорить, инициировать разговор. Но если вы видите 3-4 признака из тех, что я описал, то есть вероятность, что просто другой человек для себя уже принял решение, что ему тут неинтересно. И как бы человек вышел из этих отношений, не уведомив об этом вас. Если вы узнали себя в этой ситуации, если вам непонятно, что происходит в ваших отношениях, если вы понимаете, что отношения вроде как формально проблем никаких нет, но вам в них нехорошо, не хватает какой-то жизни, эмоциональной связи, можете записаться ко мне на консультацию. Ссылка для записи есть под каждым видео на моем канале. Я работаю с людьми из разных стран. Обращайтесь, постараемся разобраться. Также напишите в комментариях, если вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы находитесь в отношениях, в которых вот что-то как будто бы замерзло. Что вы в такой ситуации делали, на что вы обращали внимание, чтобы вообще понять, что с вами происходит и чем это все закончилось. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам кажется интересной, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.